Всем огромный привет, меня зовут Елена. Недавно мы с моим младшим сыном разглядывали в интернете разные картинки и наткнулись на фотографии вязаных машинок. Он у меня очень вдохновился, ему понравилось, и он попросил меня, чтобы я ему связала несколько машинок. Я решила, что просто вязаная машинка это как-то скучно, нужно что-то интересненькое придумать. И вот я придумала. Для этого я разложила вот такой интересный набор для творчества. Здесь у меня использованный БУ пластик, крючки 3 вида номеров, 2 вида ножниц, портновское шило, бусины, стразы и пряжа. Из всего этого я буду вязать машинку в технике вязания крючком плюс пластик. Это последнее время мне техника очень нравится, она меня очень вдохновляет. Особенно она популярна на YouTube иностранном. Вот, в Португалии, Чили, Перу очень много мастеров, которые вяжут в такой технике разные вещи. Заколки, серьги, кошельки, в общем, все-все-все, рюкзачки я там даже видела. Браслеты, в общем, очень много всего, довольно интересно. Если вас тоже заинтересовало, то можете набрать в поисковике YouTube и посмотреть. Просто огромный разбег для фантазии. И вот я тоже вдохновилась и решила создать себе и ему вот такую вот машинку, себе для удовольствия, ему для игры. Вот она у меня такая получилась. Здесь использован прозрачный пластик, но можно взять абсолютно любой, даже это будет еще удобней. Вот. Здесь у меня прозрачный пластик, я использовала там наполнитель белый, поэтому стеклышки приобрели такой белый цвет. Но если использовать какой-то уже непрозрачный пластик, то наполнителя видно не будет. Можно наполнять чем угодно. Кстати, в видео я там забыла, что у машинки должно быть лобовое стекло, поэтому я сейчас вам говорю, что вот вырезаем 2 прямоугольничка, ну можно в принципе один, если у вас непрозрачный будет пластик. Также точно обвязываем в такой же технике и потом пришиваем отдельно. Вот, после того, как мы уже всю машинку соберем, вот здесь наверх. Просто я как-то забыла, когда уже ее собрала, я поняла, что у машины чего-то не хватает. Вот. Фары у меня здесь в виде бусинок. На колесах вот такие маленькие диски в виде страз. Колеса пришиты здесь, бусины пришиты тоже на мононить. В общем, вот такая вот нехитрая, интересная машинка, которая вяжется очень быстро. Кому интересно, присоединяйтесь, творите. Всем приятного творчества! Первый этап. Возьмите картон и сделайте на нем шаблончик вот такой. У меня вот такие размеры шаблончика. Можете заскринить. Ну, конечно же, это можно все сделать по-своему. У меня вот такие размерчики. Потом берем какой-то гибкий пластик. У меня баночка из-под шампуня, я ее помыла, убрала этикетки. Вот, и перевожу этот шаблончик сюда. Вот просто вот так прям прикладываю, крепко держу и выстригаю ножницами. Нужно сделать 2 штучки. Потом размечаю маркером несмываемым, можно и фломастером обычным. Сначала в уголках ставлю точки на расстоянии где-то примерно 0,5 сантиметра от уголка. Вот. А потом во всех углах поставила точки. Потом через одинаковое расстояние, примерно через 0,5 тоже сантиметра, я ставлю точечки. Вот. Потом это можно сделать только на одной детальке. Потом одну детальку накладываем на вторую. Я буду показывать на одной, но как будто я приложила. Вот так вот. Накладываете просто. В общем, накладываете вот так. Берете шило. Я буду показывать на одной. Можно опереться куда-то, можно так просто на весу делать. И вот эти дырочки прокалываете сразу в 2
этих детальках, чтобы они были одинаковыми. Можно сначала наметить это где-то на доске какой-то, которую не жалко. И вот так вот мы дырявим все дырочки эти делаем. Вот они такие получаются достаточно большие. Ну, я тут не буду все дырявить, немножечко у меня тут получилось. Теперь берем крючок, очень тоненький у меня, 0,9 миллиметра, смотря у вас какие будут дырочки. У меня вот он проходит легко. Берем пряжу, тоже не толстую. У меня вот здесь детский каприз, уже БУ. Делаем петельку и начинаем эти дырочки, в эти дырочки обвязывать. Так вот вытаскиваем ниточку через петельку. Так. И еще сюда делаем 2 столбика без накида. 1 и сюда же 2. Так. Следующую дырочку тоже 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше тоже 1, 2 и 3. Одновременно эту ниточку прячем туда внутрь. В общем, вот так вот по всей этой вот, в общем, по всему периметру этой детальки мы обвязываем по 3 столбика в каждую дырочку. Независимо, уголок это или не уголок, получается в каждую по 3 столбика. Делаем так. В общем, вот так по всей окружности. И здесь делаем соединительную петельку. Вот здесь вот вкалываемся крючочком и соединяемся. Вот что должно получиться в итоге. У меня уже здесь есть готовая деталька. Вот. Дальше будем надвязывать следующим образом. Сначала вот здесь, вот с этой стороны. Так, берем ниточку, делаем петельку. Крючок, кстати, нужно поменять на более толстенький. Этот у меня, по-моему, 2 крючок. Так, а может быть чуть поменьше, не знаю, честно говоря, уже не помню, тут стерлась. Так, вкалываюсь вот сюда, в центральный столбик в уголке. Так, почему-то не могу я никак вколоться. Так, ладно. Вкалываемся в центральный столбик в уголке. Вот я вкололась, воздушная петля подъема. Здесь дальше я вяжу 9 столбиков. Это первая воздушная петля, это первый столбик. Дальше 2 столбик. Стараемся подхватывать обе половинки косички. Дальше 3 столбик. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, берем, если это первая деталька, то мы ничего не измеряем. Если это вторая деталька, как у меня в моем случае, так, померяем расстояние. Правильно ли у нас все здесь? Все совпадает. Так, 9. Теперь воздушная петля. Поворачиваемся и делаем то же самое. Столбики без накида 9 штук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
воздушная петля, поворачиваемся и так вяжем несколько рядов. У меня в моем случае здесь связано, сейчас скажу сколько рядов. Так, я начала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, здесь можно и длиннее сделать. 8 рядов вяжем. Вот с этой стороны нам нужно набрать 7 петель, также точно, и связать, сейчас скажу сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. 7 рядов. В общем, здесь 9 петель, 8 рядов, а здесь 7 петель, 7 рядов. А здесь 9 петель, 8 рядов. Вот, вяжем здесь в этих местах, и потом я подключусь дальше, что получится. Все, я провязала с двух концов детальки, здесь и здесь. Теперь вот здесь снизу я буду набирать 32 столбика без накида. Также точно делаю петельку, присоединяюсь, воздушная петля подъема для начала. И дальше начинаю вкалываться вот между рядами. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. В общем, набираю все столбики по этому краю. Итого у меня должно получиться 32. У вас может быть какое-то другое количество, это не обязательно, как у меня. Вот, главное, чтобы не было волнистости никакой. И вяжем потом так же точно, как мы вязали здесь, поворотными рядами. Я вязала на высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. 6 рядов. Вот. В общем, вяжем 2 детальки таким образом. Только единственный здесь нюансик должен быть, что смотрите, вот лицевые стороны у машинки, да, вот лицевая сторона, лицевые здесь столбики вот в обвязке, и здесь лицевые столбики в обвязке. Здесь я начинала обвязывать вот с этого краю и пошла вот так против часовой стрелки. А здесь, чтобы получить деталь в зеркальном отражении, чтобы у нас лицевая сторона у обеих половинок была наружу, я начинала обвязывать вот с этой стороны, с противоположной. Вот, обратите, конечно, на это внимание. Ну, в принципе, кого не напрягает, тот может делать как угодно. В общем, вяжем 2 такие детальки. Чтобы сделать колеса, нужно выстричь кружочек из картона. Диаметром у меня 3 сантиметра. Я наметила серединку. Потом вырезать все детальки из пластика. Наложить 1 на 1. 4 детальки из пластика вырезаем. Накладываем сверху картон. И через серединку в картоне делаем отверстие во всех 4 детальках из пластика. Потом берем ножницы маленькие маникюрные и делаем вот в этом отверстии, это отверстие маленькое, делаем еще более широким его. Вот таким образом мы ножницами расширяем это отверстие. Это нужно будет для того, чтобы здесь это все побыстрее сделать. И крючок, чтобы был более толстым, и пряжа более толстой тоже, чтобы была здесь. В общем, вот такие получаются колесики с такими отверстиями. Далее мы берем толстый, как я уже сказала, крючок и пряжу контрастного цвета, покрасивее. У меня вот такая серая, ну, можно, конечно, и получше взять. Хлопок не берите, он скользит. И начинаем вязание. Так, вот первую петельку мы сделали. И продолжаем вязать воздушную петлю. И берем
Вытаскиваем петельку и провязываем. Берем, вытаскиваем петельку из отверстия и провязываем. В общем, таким образом мы обвязываем все наше колесико. Это делать желательно потолще, чтобы колесо было, поплотнее. В общем, даже можно в несколько слоев, если получится, конечно же. Вот, по всему диаметру нашего колесика. Вот что получается в итоге. Соединяемся в конце. Так, все тут расправляем. Ниточку отрезаем. Закрепляем. Все кончики прячем на изнаночную сторону. И пришиваем колесики потом уже в конце работы. Можно еще в серединку пришить сюда бусинку вместо диска, например. Или что-то еще придумать. Но это уже на ваше усмотрение. Так. Я связала полоску. Вот, полностью ее всю связала. Она получилась довольно длинная. Не могу сказать, сколько рядов, потому что это будет зависеть уже от того, какая у вас пряжа и плотность вязания. Ну, вы просто прикидываете во время вязания, вот по всему вот так периметру прикладываете, и у вас получится. И пришила я, не пришила, вернее, привязала столбиками без накида вот так вот здесь по всему периметру. Сейчас я покажу, как это я делала. В общем, прикладываем и вот такими столбиками обычными тоже, как мы все это вязали, привязываем. Крючок надо, конечно же, не такой брать. Вот стараемся вот эти две косички сзади подхватывать, потому что если не будете их подхватывать, сзади будут они торчать некрасиво. Вот, в общем, по всему периметру мы вот таким образом привязываем эту полосочку. В уголках я делала по 2 столбика в одну петлю, вот в каждом уголке. И вы делаете то же самое. Можно по 3, у кого сильнее тянет. Дальше мы прикладываем вот это вот до конца, довязываем. Здесь делаем тоже шов. Вот эти 2 шва соединяем. Прикладываем вторую половинку. И также точно привязываем, но не до конца, оставляя небольшое отверстие, потом будем набивать. Да, кстати, на этом этапе, например, если вы хотите, чтобы у вас в окошечке кто-то сидел, можно, например, приклеить какую-то наклейку с внутренней стороны. И это будет еще интереснее. Вот что у меня пока получилось. Я присоединила вторую часть почти до конца и оставила такое небольшое отверстие, через которое я набила мою машинку. Я набивала обычными вот этими полиэтиленовыми пакетиками ненужными, которые у меня на кухне в изобилии. Вот. И какого цвета пакетики вы будете использовать, такой цвет окошечек у вас и получится. Очень даже интересно. Но если вы не хотите, то, естественно, можете наполнять чем угодно. Хоть синтепухом, хоть синтепоном, хоть ватой. В общем, это на ваше усмотрение. Но я использовала вот такой наполнитель. Так, и продолжаем соединять до конца. Закрываем это отверстие. И пришиваем все остальные детальки. Так, пришиваем колесики. Вот так, сюда. Пришиваем фары сюда, сюда. Сзади фары. Вот. У меня еще такая наклеечка здесь. Но она неудачная. Я завтра буду искать какие-то другие наклейки, потому что, ну, как-то не смотрится она здесь. Но это просто для примера я вам показала.
И все. Думаю, что дальше объяснять тут нет никакого смысла. Все будет и так понятно. Фото будет на заставке и в конце видео. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Творите, придумывайте, занимайтесь творчеством со своими детьми. Всем пока-пока. Увидимся в новых интересных видео. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. С вами была Елена.